Канониры установили трансферный рекорд клуба, подписав ивуарийца из Лиля, и этот трансфер будет иметь огромный эффект в Арсенале. Так давайте подумаем и рассмотрим, как будет играть Арсенал после трансфера Николя Пепе. С вами канал Футгол, и ты просто обязан подписаться на канал и оставить комментарий под видео. Хотим напомнить вам, что специально для своих подписчиков мы создали телеграм-канал, в котором публикуем бесплатные прогнозы на спорт и помогаем зарабатывать на ставках. Все открыто и честно, так что не теряя ни минуты, заходи в наш телеграм-канал по ссылке в комментариях и начинай зарабатывать вместе с нами. Даже подписание Месута Озила в 2013 году не вызвало такую бурю в Арсенале, как приход Николя Пепе. Игрок Кот-д'Ивуара официально стал игроком лондонского Арсенала за 80 миллионов евро. Сумма, которая перебила предыдущий трансферный рекорд Арсенала, когда был куплен Пьер-Эмерик Обамейянг из Боруссии Дортмунд в 2018 году за 56 миллионов фунтов. Эта сделка даст Арсеналу такую тройку в атакующей линии, которой позавидуют большинство топ-клубов. Пьер-Эмерик Обамейянг закончил прошлый сезон, забив 31 гол во всех соревнованиях, в то время как партнер по команде Александр Ляказет был назван игроком сезона, забив 19 голов и сделав 10 голевых передач в 49 матчах. Добавив к ним ивуарийца, Унаи Эмери сможет выставить тройку нападения, которая сможет навести страх на многие команды в АПЛ, с которыми Арсенал столкнется в предстоящем сезоне. Играя преимущественно на правом фланге атаки, Пепе забил 22 гола за Лиль в сезоне 2018-19. «Он невероятный», — сказал бывший защитник Саутгемптона Жозе Фонте, который провел последний сезон в Лиле. «Он супербыстрый, у него волшебная левая нога, в игре 1 на 1 он не имеет себе равных, у него хороший поставленный удар, также отлично выполняет стандарты. Он очень опытный игрок, и я думаю, что болельщики Арсенала будут в восторге от него. Я играл со многими игроками, но этот парень особенный. Нет никаких сомнений, он особенный. Он может выйти на очень высокий уровень и может быть одним из лучших в мире. И на 100% я уверен, что у него есть все, чтобы туда попасть. Потратив столько денег на то, чтобы привести Пепе, нет никаких сомнений в том, что ивуариец будет рассматриваться как один из основных игроков в команде Эмери». Главный тренер Арсенала отчаянно пытался привлечь нападающего, который умел бы не только забивать, но и за счет дриблинга и скорости вскрывать оборону соперника, качество которым обладают немногие в Арсенале. И нет никаких сомнений, что Пепе обеспечит это. В прошлом сезоне в Лиге 1 Пепе в среднем шел в дриблинг 2,8 раза за игру. Оценка Месута Озила в среднем составляла 0,9 за игру, а у Генриха Мхитаряна 0,8. В сезоне 2018-19 Унаи Эмери отошел от своей предпочтительной схемы в 4-2-3-1 и играл в 3 защитника. Но с Пепе теперь на борту ожидается, что тренер вернется к своей схеме, и теперь, безусловно, он имеет много вариантов в атакующих построениях команды. Однако приход ивуарийца может оказать значительное влияние на некоторых из игроков, в частности, это Рейс Нельсон и Мхитарян. Нельсон провел прошлый сезон на правах аренды в Германии в Хофенхайме и вернулся в Лондон этим летом, надеясь пробиться в первую команду Арсенала. Но трансфер Пепе, безусловно, может ограничить его время пребывания на поле, так как оба играют на одном фланге. Хотя в игре против Лиона Нельсон провел много времени, играя на левом фланге, поэтому у молодого игрока есть возможность сыграть на противоположном фланге. Но если Унаи Эмери решит использовать схему 4-3-3, было бы гораздо более вероятно, что основной тройки нападения стали бы Обамейянг, Пепе и Ляказет. Таким образом, у Нельсона вообще не будет никаких шансов пробиться в основу Арсенала. Так что вполне возможно, что его опять отдадут в аренду в один из клубов премьер-лиги, где он смог бы развиваться дальше. Это также оставит и Мхитаряна в качестве ближайшего резерва. В идеале Арсенал хотел бы этим летом продать Мхитаряна, но они не смогли найти покупателя для него. Никто не готов платить ему столько, сколько он зарабатывает в Арсенале – 170 тысяч фунтов в неделю. Таким образом, Унаи Эмери нужно будет использовать его снова в этом сезоне. Тем более игрок универсальный, и он может играть на любой позиции в центральной зоне или под нападающими. Месут Озил находится в аналогичном положении, учитывая, что Арсенал также надеялся продать игрока во время трансферного окна. Если тренер Арсенала захочет играть в 4-3-3, то это может означать, что бывшая звезда Реала окажется на скамейке запасных. Но одновременно он многое может дать команде, если Арсенал будет играть в 4-2-3-1.
Это идеально подошло бы Озилу играть плеймейкера с Пепе и Абумянгом по краям и Ляказетом в качестве центрального нападающего. У тренера Арсенала есть еще время, чтобы расставить все по полочкам. Единственное, что известно, так это то, что у Арсенала в новом сезоне после трансфера Пепе будет одна из самых интересных атакующих линий в европейском футболе.